Друзья, всем привет! Ну что, мы набрали самые замечательные грибы осенние. Это опята. И не только опята, а еще и королевские опята набрали. Поэтому наша задача их быстренько переработать, хотя бы первичную переработку сделать, чтобы они у нас не пропали, чтобы никакой попавшийся там случайно червячок не съел весь этот замечательный урожай. Ну давайте я вам покажу, как сначала, что нужно сделать сначала. Сначала надо их рассортировать. Я их отсортировала таким образом, чтобы самые упругие, самые маленькие опята пошли на засолку. И королевские опята, эти мы все засолим. Остальные у нас пойдут либо на жарить будем их, либо мы их будем... Знаете, что мы с ними будем делать? Икру. Но об этом отдельно. Мы просто пока их отварим. А сейчас я вам давайте их покажу. Какие они классные вообще. Ну, вы видели, я их собирала, кто там за моим инстаграмом следит, это просто сказочные грибы, сказочные. Вот это у нас грибочки, это опята, которые пойдут на засолку. Это обычные опята, и их отличие от ложных опят – это юбочка. Юбочка. Имеет ложный опенок, неправильно, имеет съедобный опенок, кольцо на ножке из пленок, а у ложных опят голые ножки до пят. Вот это вот для вас должно быть отличительным признаком съедобного опенка от ложного, чтобы не ошибиться. Вот эти у нас пойдут на засолку. А вот эти, они, видите, более крупные, они такие, как вам сказать, ну, они хорошие, они не червивые, знаете, хорошие грибы, просто они крупные, на засолку у них будет нетоварный вид, поэтому мы их просто отварим и сделаем из них потом. И королевский опенок, вот это вообще замечательный, красивейший грибок, который у нас, смотрите, какой красивый. Мало того, что он мохнатый сам, у него еще мохнатая ножка. Смотрите, абсолютно чистенький, хороший гриб. И вот королевские опята мы засолим все. Опята это очень такой, знаете, друзья, чистый гриб, который не надо как грузди шоркать, выковыривать там из него вот эту всю грязь, песок и так далее. Мы его просто немножко ополоснем. У меня тут вода уже кипит, ждет своего часа. Так, и вот теперь самое главное, одно из самых главных. У меня вообще все главное, я сегодня говорю самое главное, так чтобы я не сказала. А главное то, что отваривать опята на засолку нужно в несоленой воде. Не соленой. Я это все напишу. Так, сейчас мы вот это все ополоснули. И быстренько в эту кастрюльку, которая у нас уже кипит давно, ждет, когда я начну тут в YouTube выходить, как дети сказали. Да? Ой, как это сложно оказалось. Вы знаете, я локацию ищу по полчаса. Днем одна локация, вечером другая локация. То освещение не в тот глаз, то не в то ухо, то прическа с того бока не так, то с этого по-другому. Так что, а времени-то уже много, а грибы-то бросить нельзя. Поэтому, в общем, как получилось? Я после грибов сегодня. Так, хватит жаловаться. Значит, мы кидаем грибы в несоленую воду. Так, все у меня не поместились. Все не поместились, значит, что поместилось, да? И варим 15-20 минут. Каждая новая партия грибов, если вы вообще гору там насобирали, гору, рекомендация отваривать каждый раз в новой воде, потому что тогда грибочки будут чистые, беленькие, ну не беленькие, а какие там они, да? А если вы будете варить в одной и той же воде, каждая следующая партия, она почернеет. И будет уже не такой товарный вид. Но если лень, уж совсем лень, то можно, конечно, варить вот в одной и той же, но я меняю. Вот не могу вам не показать этот чудесный гриб, чудо-гриб. Вот королевские опята. Я попробую вам показать, как они росли на дереве. Ой. 12 ночи, но я вам показываю это. Я вам все покажу. Вот это королевский опенок. Абсолютно свежий гриб. Абсолютно чистенький, не червивый, но просто сказочный. Так, мы их точно так же сейчас помоем и закинем сразу в одну большую кастрюлю. Мы отдельно их посолим, чтобы баночка каждая выглядела сногсшибательно. Каждая по сортам. Потом прикиньте, как угостим. Да, к вам на день рождения, там, или в гости, да просто кто-то зашел к вам на чашку чая, а вы им грибы, опята королевские. Ну, это супер. Кстати, алматинцы, я знаю, что у вас таких грибов там нет, потому что я сама алматинка, и там мы собираем только подтопольники. Впервые я увидела вот такой вот настоящий гриб здесь, в Восточном Казахстане. Здесь у нас и подосиновики, подберезовики, маслята, белые грибы, чего-то только у нас нет. И вот грузди,
Ну и опенок это вообще. Опята, кстати, это очень полезные грибы. В них очень много белка, очень много витамина D. И еще это гриб очень полезный в плане вашего здоровья, в плане защиты от... Ой, не хочу эти слова произносить. Короче говоря, содержатся в них, в этих грибах, антиканцерогенные компоненты. Какие, я вам не скажу точно, не биолог, я их не запоминаю и не запомню, поэтому не буду из себя тут умную изображать. Короче говоря, опенок это супер гриб. Все, варим королевский опенок. Здесь у нас грибочки кипят уже 5-10 минут. Через 5 минут мы их вытащим. Посмотрите, чистенькая абсолютно вода, никакого мусора. А если какой-то мусор и есть, то он всплывет, и вы его шумовкой убрали. Здесь закипают, еще засекаем 15 минут. А здесь королевские опята ждем, когда закипят. И вот так, короче говоря, по 15-20 минут. По 15-20 минут. Если в кастрюльке будет мусор какой-то, да? Если в кастрюле будет мусор, берем ситечко, обычная ситечка, и собираем. Ну вот в этой кастрюле вы видели, что чисто никакого мусора нет. Вот здесь у меня немножко есть. Ну, вы знаете, мусор это в основном хвоя, иголки, вот такое вот все. Они же растут на пихте. Все, что мы собрали, это пихта была. Они с прекрасным, вот эти грибы, когда их собираешь потом в корзине, они пахнут не просто грибами, они пахнут лесом, пихтой. Хвойный аромат у них. Так, готова первая партия. Сливаем. И вот знаете, что здесь главное-то? Теперь. У меня, видите, все главное. Все главное, прям у меня все главное. Теперь вот все, что мы с вами тут достали, да, грибы, их надо промыть холодной водичкой. У меня вода Еспринг. Фильтр, поэтому чистая, замечательная вода. Промываю в ней. Ну, вы промываете, какая есть у вас. И вот теперь нам нужно с вами следующее сделать. Как всегда, у меня это опять главное. Взвешиваем. И нам нужно с вами на килограмм грибов столовую ложку соли. На килограмм отварных. Вот это важно. Но чтобы нам не париться, да, не пробовать, и все равно не угадаешь. А вот этот вот рецепт, да, кстати, я хотела сказать вообще об этом в самом начале. Вот этот рецепт от очень хорошего человека. Его звали Виктор Романович Клиперт. И вот эти грибы он впервые к нам, когда принес нас угостить, мы вообще обалдели. Потому что это было такое вкусное блюдо. Просто вообще сказка. И вот этот рецепт мы все, я не знаю, все сохранили или нет, но я сохранила точно. И я называю эти грибы, у меня даже так написано, грибы опята Клиперт. Клиперт Виктор Романович. Так что грибы Клиперт, они у меня будут называться. И вы знаете, если вы попробуете, вам точно понравится, потому что это легко, просто и главное, есть дозировка, которая точно не дает ошибиться. Проверено. Итак, на килограмм отварных грибов столовая ложка соли. Посолим и оставим пока на ночь. Смотрите, можно все эти движения сразу делать, которые мы сделаем завтра. Просто очень много времени уже, а переработать их нужно. Вот. Поэтому это как вариант. Если вы не успеваете, падаете с ног, а это, как правило, всегда бывает, когда насобираешь грибы, вот, то можно их отварить, засыпать солью и оставить на ночь, а утром продолжите. Так, вот это грибочки у нас кипят. Сначала пенятся, а потом постепенно пена уходит. Так, а вот здесь это закипают королевские опята. Видите, какая пенка только у нас. И немножко есть хвойных вот этих иголочек. Давайте мы их соберем. Просто ситечком. Вот так вот удобно, хорошо. А какой стоит, гриб попал? А какой стоит аромат? Вообще королевский опенок, он конкретно пахнет пихтой. Он прям пихтой пахнет. Так, вкусно. Нам нужно, помним, килограмм грибов и столовая ложка соли. Так, взвешиваем. Получилось 880 грамм. 900 грамм. То есть чуть-чуть тогда сделаем неполную. Мы можем, конечно, добавить королевские опята туда, но мне не хочется мешать. Мне хочется, чтобы отдельная была банка. Поэтому чуть-чуть неполную горочку. Немножко уберем. Теперь мы это дело все перемешаем, закроем и оставим до завтра. Причем до завтра мы оставим в тепле. Мы не будем оставлять никакой холод, потому что потом мы их все равно должны будем в тепле подержать, чтобы они у нас постояли и получили особый, приобрели особый вкус. Итак, королевские опята. Сказочные волшебные грибы. Килограмм
и 116 грамм, если точно. Сюда мы добавляем полную столовую ложку соли и оставляем пока до завтра. Итак, друзья, мы приступаем с вами к завершающему этапу подготовки грибов. Они у нас стояли в тепле со вчерашнего дня. Это ничего страшного, это нормально, потому что они у нас должны вообще стоять 2-3 дня в тепле, после того, когда начнется такой хороший процесс брожения. И для баночек я использую, и вообще всем рекомендую использовать самые маленькие баночки, которые у вас есть, из-под томатной пасты, из-под детского питания, потому что когда вы откроете банку и выложите на стол, то дальше уже попадет воздух, если это большая банка будет, и у вас начнется вообще геморрой, потому что она начнет плеснуть, надо постоянно там следить, даже если вы дольете воду, подсолнечное масло, это все ерунда. Лучше, если это будет маленькая банка, порционная, и сразу же поставили на стол, все. Голова не болит, никакого геморроя. В каждую баночку мы положим чесночок. Чесночок, перчину, не перчину, а горький перец. Горький черный перец горошком. Лавровый лист. И я начну с королевских опят, потому что они покрупнее. А для остальных, для обычных опят, скорее всего, у меня может подойти даже вот такая длинная бутылочка, тоже из-под детского питания. Просто сюда неудобно будет пихать этот королевский опенок, там есть большие. Вот. И еще нам понадобится хрен. Вот это один из лайфхаков, который я тоже впервые узнала от Виктора Ивановича. Да, еще лавровый лист. Лавровый лист тоже мы его кладем вниз. Ну, забудете, можете и потом кинуть, это не страшно. Я имею в виду там посередине где-то. То есть это уже все такие нюансы, которые совершенно не важны. Так, и начинаем раскладывать в банку. Давайте я вам покажу одну банку, да, и все, собственно говоря, остальное идет по такому же принципу. Так, складываем, они у нас стояли в комнате. Я их никуда не выносила, и это не нужно. Длинная классная ложка. Немножко вот так поддеть, чтобы вышел воздух, потому что на дне все равно получается воздух. И тогда будет образовываться плесень. И вот хорошенечко все проверили. И вот теперь сверху кладем лист хрена. Хорошенько запихиваем его со всех сторон. Так, чтобы он был прям вот очень хорошо туда продвинут. И закрываем со всех сторон. Вот, собственно говоря, вот это мы должны с вами сделать обязательно. Закрываем банку и оставляем в тепле до образования пузырьков. И посмотрите, вот так сверху лежит у нас лист хрена. Лист хрена сверху. Теперь мы это дело закроем крышечками и оставим в тепле пока, то есть еще в тепле должны постоять, пока не появятся пузырьки. Ну все, это мы оставляем с вами на 2-3 дня, наверное, на одной день они у нас уже простояли. И будем с вами наблюдать, как тут будет, какой процесс происходить. А потом мы берем в холод. Так, друзья, прошло у нас 2 дня. Все, пузырьки там уже начинаются. Так, берем каждую баночку, как бы мне исхитриться, чтобы мне было видно вас. Каждую баночку и каждую баночку вот этой деревянной палочкой. Так, видно вам хорошо? Давайте вот так. Надо проткнуть. Думаю, что все с этим понятно, да? Все, уже надо нам с вами убирать холодильник. Дольше не нужно держать. Теперь посмотрите, что в некоторых баночках воды уменьшилось, да, хрен чуть-чуть туда уже утопился, то есть они что, трамбовались у нас, да? Значит, чтобы вот этого не было, ни в коем случае вот так нельзя оставлять грибы. Они у вас пропадут. Поэтому добавим сюда лист хрена и зальем жидкостью, которая у нас осталась после варки. Я немножко оставила, вот преднамеренно, что этот процесс будет. Так, добавляем хрен. Короче, хреном грибы не испортишь. Вот такая картинка у нас получилась. Все сверху хреном. Хрена можно не жалеть. А везде, где у нас не до конца жидкость, то доливаем вот эту водичку, которую я заныкала. Холодильнике. Так, мне не очень удобно. В общем, все должно быть так, чтобы не было никакой жидкости. Ой, то есть это воздуха никакого. Все до краев наливаем. Так, все закрываем и убираем в холодильник. Итак, наконец-то наша эпопея с грибами подходит к концу. Все мы с вами сделали, что требовалось. И делайте, пожалуйста, именно так. Так, теперь, значит, нам надо убрать это все в холодильник. Рекомендую на поднос, потому что все равно может так случиться, что будет пузыриться и побежит вся эта жидкость, весь ваш холодильник будет, в общем, в неприглядном виде. Поэтому на поднос, на любой, на самый обычный, и убираем в холодильник. И забываем с вами недели на 2.
Через 2 недели посмотрим, если вода там уменьшилась, образовалась пустота сверху, воздух попал, то нам надо обязательно будет долить воды и слегка подсолить. Ну все, пока-пока.